Миш, куда идем? Жрать ищем мы. Что-то позавтракали как-то. Нет. Не отложилось ничего? Порадовало. Вроде хорошо поел там. И омлет, и картошка съел. И сосиски. Нет, какой-то жор наступил. Просто непонятно. Уже хочется. Но он нормальный же, здоровый. Вот это вот. Что-то как называется? Это хорошо или плохо? Это охуительно. Салатики, да, нарезанные? Конечно. Чесночок даже вон есть. Жареный. У меня же слюни потекли. Арбуз вот. Ну, буррито. Винен, чикен. Можно на этих полуфабрикатах качаться. Готовь себе, готовь. Ампанадос де писадила карне де рес. Биф пасадина эмпенадос. Ну, это хорошие чебуреки, я слышал про такие. На них еще Ронни Коллиман готовился. Да, вот Детство. с языка снял. С языка снял Мопадидос. Аптека. Элергинин. Элькарнитин есть. Притом это выпускает сети этого магазина. All Foods. Эль-глютамин. Ну, у меня это все есть. Грибы. Органик. Portable mushrooms. Portabella. Честно, я бы такие в нашем лесу не стал рвать. Очень похожи на несъедобные. Смотрите, какой вот эта штучка. Вот эта вся. Ну, мне папа не учил такие грибы брать. Пиво, что даже International Powerlifting Association выпускает собственное пиво. Вот. Но мы его не будем брать. Мы будем пить. Будем брать пиво W. RP Federation. Кирюхина пиво. Вот смотрите, ну вино, Сангрия, Мангрия. Ну ничего, у нас единственное, с чем мы схожи с американцами, это по количеству продаваемого спиртного. Но и то, вот посмотрите на эту оранжерею бутылок. Вот, повелись вот туда демонстрируем, вот здесь вот. И это еще не все. А ты какого пива ты хочешь? Вот корона, которую будет пить человек, который сейчас держит камеру в руках. И я скажу, что этот магазин не для богатых людей. Просто супермаркет. Посмотрите, какой здесь. Просто шикардос. А сейчас самое главное, это мясо. Мясо просто радует глаз. Вот здесь стейк, который стоит 17 баксов. Посмотрите. Ребята, я бы его сырой жрал. Вот фарш, смотрите, за фунт 6,990. Креветочек я хочу съесть. Копченых. Поели когда мы? 2 часа назад? Если не съем, поделюсь с друзьями. И вот я еще возьму мясца. Капец какой-то. Я смотрю, вообще нелегко живется. Чревоугодие называется. Но здесь уже автоматически в голове переключается, что терпеть нельзя. Это не штанга, не строумен, не пауэрлифтинг, где я могу там, знаешь, себя наоборот волевым таким настроем настроить. Ну не ешь, ну нечего есть. Ну лучше поспи, полежи.
сейчас скажу, там человек. Миша, сколько дал денег? Честно, до хера. 88 раз. Да не так много. Ну, как бы по российским расценкам это ну. Креветок начнешь. Да, они больше всего зажигают. Ну как, удались? Я тебе советую. Да. Это даже лучше, чем в суши в баре в России. Что сегодня будем делать? Что люди, которые приходят, должны ожидать от нас, и что мы будем ожидать от людей, которые пришли. Так что мы хотим, чтобы они вопросы спрашивали, чтобы они помогали улучшать дискуссию. Вы будете как открытые книжки, и надо, чтобы они помогли всю информацию от вас узнать. Было бы хорошо, если начали с макроцикла или смотреть на весь год, и потом как это уменьшается до дня. Макроцикл это 6 месяцев и более, то есть годовой. Получается, что самый большой состоит у нас из 4 макроциклов олимпийский цикл. Это в олимпийских видах спорта. Тяжелая атлетика, легкая атлетика. Вот. Дальше идет мезоциклы. То есть это месячный. Там идет, значит, от 4 до 6 недель. Это может быть мезоцикл. А в соревновательном мы, как я разгружаюсь, за 2 недели разгружаюсь, как в тяжелой атлетике. Да? Это сколько Вот. времени? Я также тренируюсь. А вот, да, это год. Мы же рассматриваем год, годичный. Четверг у меня выходной, у нас, как у штангистов советской системы, четверг, воскресенье выходной. В пятницу я прихожу, делаю тягу. Основная тяга, 2 подсобки для тяги. Это тяга в блоке сиди сюда, тяга в блоке сиди сюда и наклоны через козла еще делаю, через коня, как отдельное упражнение. И делаю подсобка для ног, подсобное упражнение для приседа. Это я делаю разгибание в блоке. Одно просто делаю, все. Суббота у меня кач. Вот это более нудный, потому что все время повышаешь. Это и психологически тяжело. А здесь хоть немножко это и психология отдыхает. Как чаю выпить, да? Вот! Есть! Let's breathe. Just let me fall so that I can Эй, 1000 дрищей! Полицейского стою.
Надо, чтобы рассказывать сначала не 10 минут про особенности системы Shake-On, а 2 минуты. И потом больше про это говорить во время, когда смотрим на макроцикл, микроцикл. И вот как это отличается от, скажем, Луис Симмонс, который здесь имеет похожую позицию. Так что нам надо, чтобы вы оба чуть-чуть, не то что врезались, но у вас у обоих есть свое мнение. И если будет у нас какая-то дискуссия про то, что вот есть такое мнение, то, что кто-то из вас не прав, это вещь интересная. Останавливать надо всех, если есть всякие ошибки технические, и показать, как эти технические ошибки починить. Ошибки, которые из-за того, что недостаточно силы где-то, оставим на потом, чтобы показывали именно упражнения, на как это починить. И потом в конце сказать, вот наибольшее количество ошибок было такому-то упражнению, я предлагаю такие-то упражнения. Исправляю. После него такое-то идет, которое часто повторяется. Да. Расскажи, Миша, что здесь состоится через некоторое время? Семинар, теоретически, практически теорию будет преподавать Борис Иванович Шейко, а я буду делать свою тренировку и рассказывать о своей методике. Есть ощущение, как в соревнованиях, мандраж какой-то? Честно, вот вообще состояние такое, как будто меня выхлопали. То есть ничего, такое состояние, мышечного тонуса нету, в голове полная пустота. Но это самое лучшее состояние пересоревновательное. Поэтому можно сказать, что у меня сейчас пересоревновательное состояние. Борис Иванович, боитесь немножко, переживаете? Я уже старый и устал переживать. То волнение какое, конечно, ощущаю, так же, как спортсмен перед первым выходом на помост. Первый подход выходит с волнением, а потом уже идет работа. Волнение спадает, идет обычная работа. Так и здесь. Здесь волнение происходит до первого «здравствуйте» и на первых фраз, а потом уже идет то, что Драйв. рассказываешь. Да. А как вы думаете, можно что-то узнать и получить интересного на этом семинаре для вас в качестве опыта? Я могу узнать что-то интересное, если у нас будет взаимное общение, или что если я задам какой-то вопрос, они мне также ответят. Вот именно в базовом периоде мы отрабатываем технику, During this preparatory phase, we work on technique, стараемся исправить какие-то технические ошибки try to fix any technical problems, и работаем над увеличением силовых качеств спортсмена той или иной группы мышц. and work on increasing the strength of specific muscles. Вы прекрасно знаете, что наилучшая отработка техники – это при 4-5 разовых подъемах. We all know that the best way to work on technique is when you do 4 to 5 reps. И отрабатывать технику невозможно на 90-85% весов. And it's not possible to work on technique on 85 or 90%. Она отрабатывается от 50 до 70% весов. And this should be done, technique should be corrected at 50 to 70% of your max. Поэтому в базовом периоде интенсивность немного ниже, чем в соревновательном. Which is why the intensity during the preparatory cycle is lower than during the competition phase. I now use cream, warm cream, and when summer or spring or something, warm weather. You know? Only if in my gym is so cold, I use warm cream. Because I don't like warm cream because I'm no lazy. Because big guys so lazy, don't want to make some fits, you know, something and okay. Как сказать, я намажу себя лучше, чем буду лишний раз двигаться. People use it instead of warming up. They use it in the warm up, and he doesn't want to be lazy, forcing himself to warm up. Я лучше сделаю разминку. And I would instead just do a warm up.
Обязательно, чтобы спортсмен смотрел вперед. And the athlete must look completely straight forward. Если спортсмен смотрит вниз, это плохо, у него будет округленная спина. The athlete's not allowed to look down because that's going to force the back to curve. Слишком глубоко садитесь, делаете лишнюю работу. You're squatting too low, doing extra work. Okay. Вы должны чуть-чуть ниже параллели сесть и все. Just go a little bit below parallel and that's it. Вы в какой федерации What federation do you compete in? выступаете? IPF. IPF, поэтому вы делаете слишком много. Too much work. Okay, that's what I. Габи, самое первое, не надо, ты вот вдох делаешь и поднимаешь плечи. Don't move your shoulders. Не надо этого делать. И не надо такой большой вдох делать. And don't breathe in so much. Ты приседаешь там 2 секунды, поэтому тебе достаточно полувдох делать. The squat takes only 2 И без seconds. всяких движений, без движения. So the squat takes only 2 seconds, so there's no point to do that big of a breath. A half breath will do the same thing. And make sure that this doesn't move. You have to keep everything tight and the same tightness the whole time. Да, грудь надо держать. Так, Chest up. такой садиться и все время держать. Значит, вы садитесь хорошо, The squat is good, а встаете, вы начинаете тазом. but the butt is rising early. Старайтесь, когда встаете, поднимать голову, и тогда будет меньше. Try to raise your head, and that's going to reduce the angle of the back. Техника – это тогда, когда спортсмен с наименьшей затратой сил может поднять наибольший вес. Technique is when an athlete with less strength is able to lift more weight. Человек, который не жмет, лучше людей сжать. Не говори об этом больше никому. Американцам. Ставите 30 килограммов Put on 30 kilograms и на скорость. Бум-бум-бум-бум. and just go for speed presses. Да, это где-то 5 подходов по 4 раза. Maybe 5 sets of 4. То есть это где-то у вас должно быть 40-50% от лучшего результата. 40 or 50% of your max. Только от груди не отбивать. Don't bounce it. Делать быстро, но не отбивать от Go груди. fast without bouncing it off your И срыв будет потом хороший. Встает, скажи, в стартовое положение хорошо. Your starting position is good. Все. А когда начинает, перед тем, как тянуть, он берет плечи назад And when you're отводит. starting to pull, you pull the shoulders back. Вот встал, вот, все, и с этого положения идешь вверх. The way you grabbed it, which was correct, stay in that position as you go up. Chest. If you hold your chest there, your back will be. Вот я прямо вот здесь мышцы напрягаю, понимаешь? И плечи, не надо поднимать плечи. Don't raise the shoulders. Еще раз, еще One more time. Exercise. Because you don't have your legs. Вот, скажи, пусть теперь сам. Maybe you go Now do it squat. up. Вот, хорошо. Но вот здесь вот не надо ее отбивать от себя. Руки не напрягай так сильно. Ты спокойно. Не напрягай руки, да? У тебя вот. Поиграли, 1, 2, 3, 4, расслабились. Play with it. 1, 2, 3, 4, and relax. Раз, два, три. And again. And one more. And again. Выпрямили, Straighten the legs. потрясли. Shake them around. Так. Расслабились. Перекаты делаем 5-6 перекатов на полу. Тем самым такой делаем самомассаж. And now we do 4 or 5 rollbacks, which is going to be somewhat of a massage. It's like 1, 2, 3. 6, yes. Anyone want pictures of Boris? Jane from MK Life, Health and Love. I am so happy that I met Thank you you. very I much. hope to see you again. Thank you. I think so. Я хочу писать американцам на русском языке, как я пишу в России. Пускай это будет небольшая, но настоящая
русская подпись.